Увидев вокруг себя воющих волков, водитель не знал, что делать. То, что сделал вожак стаи, шокировало всех волков. Эти благородные и общительные животные — предки и родственники наших лучших друзей. Но в отличие от собак, волки дикие и могут проявлять изначальные инстинкты свирепости при контакте с людьми, отсюда наш страх и уважение к этим животным. Отметим, что они никогда не бросили бы кого-то из своей стаи. Но в этот раз у них не было другого выбора. Денис, 46-летний мужчина, занимался транспортировкой материалов на своем грузовике. Никто не мог представить, что за внешностью этого 190-сантиметрового мужчины с бородой скрывается добродушный человек с хорошим чувством юмора. Он и не подозревал, с чем столкнется в одной из своих поездок на грузовике. Утром Денис загрузил бревна, которые должен был отвезти с лесопилки в город, а по пути ему предстояло проехать через лес, где обитает много диких животных. Обычно на своем грузовике он чувствовал себя в безопасности, но в тот день, проезжая через лес, он заметил, как на дорогу выбежал волк. Мужчина мог проехать дальше и сбить это животное, но он не осмелился этого сделать, поскольку глубоко уважает природу и всех ее обитателей. И действительно, он нажал на тормоз и через окно грузовика увидел, как к нему приближается стая волков. Похоже, они следовали приказам этого большого волка, который заставил Дениса остановиться. Скорее всего, это был вожак стаи. Волки живут семьями и имеют вожака, который задает направление, чтобы стая могла функционировать и процветать. Любопытно, что в природе мы находим социальную систему, основанную на доверии, уважении и ответственности, причем у вида, который мы несправедливо оклеветали. Для людей вожак — это уверенный в себе человек, способный показать уверенность в том, что он контролирует ситуацию, а если и нет, то знает, как ее вернуть под контроль. И тем же качеством обладает альфа-волк, чтобы держать стаю в безопасности, в единстве и сытой. Многие не понимают, что лидерство — это не привилегия, а ответственность. Когда Денис смог как следует рассмотреть этих существ, он понял, что все они находятся в тяжелом истощении. Похоже, суровая зима сильно повлияла на этих бедных волков, приведя их в такое плачевное состояние. На мгновение Денис по-настоящему испугался, решив, что волки остановили его, чтобы устроить засаду и сделать его своим ужином. Тем не менее, он решил подождать, чтобы посмотреть, что будет дальше. Вожак стаи как бы кивнул головой, и из леса появились последние члены стаи. Казалось, это была также истощенная голодом волчица, которая несла в зубах щенка и положила его к ногам вожака. То, что произошло дальше, по словам Дениса, он до сих пор не может поверить, потому что никогда не видел такого уровня интеллекта у животного. Вожак стаи взял щенка зубами и подошел к двери грузовика Дениса. Конечно, ему было очень высоко, чтобы достать до двери, но это и не было его целью. Он положил щенка на землю под дверью и медленно отошел к своей стае, внимательно наблюдая за реакцией человека. Денис впоследствии рассказывал, что он каким-то образом понял, что эти животные хотели ему сказать. Это был призыв о помощи, их стая сильно голодала, и если так продолжится, скоро все погибнут. Но они не хотели, чтобы щенок разделил их участь. Денис медленно открыл дверь грузовика, подобрал щенка и посадил его на сиденье. После этого волки вернулись в лес, выполнив свою миссию. С тех пор Денис решил усыновить этого щенка, поскольку обстоятельства, при которых он его получил, были необычными. Это было делом судьбы или, как ему казалось, вмешательством самого Бога. Денис назвал этого волка Балта в честь знаменитой собаки из телевизора. Прошли годы с того случая, и отношения этих двоих стали очень тесными.
Балта признает Дениса своим отцом и вожаком стаи, ведь именно он кормил и заботился о нем. Они все делают вместе, гуляют, спят и едят, несмотря на большую комплекцию хищника. Животное представляет собой вызов, поскольку это явно не собака, отмечает Денис. Жить с волком значит вести себя как волк. Однажды Балта стал героем эпизода, когда он укусил девушку, и некоторые решили, что ему нужен намордник. Девушка подбежала к волку и начала трепать его за уши, чтобы тот с ней поиграл. Денис попытался ее остановить, крикнув, чтобы она не трогала его, ведь это не собака. Волк испугался и укусил ее. «Я не надеваю на него намордник, потому что ему трудно дышать в нем», — сказал Денис. Он говорит, что несколько раз пытался связаться с различными организациями, чтобы они помогли ему найти полуестественное пространство для Балта, но его просьбы игнорировались. Денис мечтает купить большой участок земли и переехать туда, где его любимый друг сможет жить в лучших условиях. Но пока у него не хватает денег на это. Балта не может жить на воле или в зоопарке, а в России нет реабилитационных центров для диких животных, отмечает он. Денис уверяет, что останется с Балта навсегда и будет жить с ним вечно, потому что он его семья, и судьба подарила его не просто так. Эта история показывает, насколько люди жертвуют собой, чтобы заботиться о своих питомцах, когда действительно их любят. Денис принял вызов воспитать Балта, и это навсегда изменило его жизнь. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.